Возможно, самый любимый день игроков в eFootball — это, конечно же, четверг, день, когда происходит обновление в этой прекрасной игре. И сегодняшний день не стал исключением. У нас стартовала новая кампания, которая посвящена лунному Новому году. Забегая наперед, он вообще не впечатляет, в общем, как и обычно, но это не мешает нам его обсудить. Поэтому устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками и подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. Праздник лунного Нового года захватывает eFootball на ближайшие несколько недель. И таким образом с сегодняшнего дня, с середины января по начало февраля у нас будет действовать эта самая кампания, которая на самом деле обширным контентом не обременена. В этом вы можете убедиться, исходя из представленного изображения, на котором разработчики по сути и представили весь тот контент, который мы получим в рамках прошедших дней и также в рамках участия в тех или иных ивентах, выполнения тех или иных задач, целей и так далее. Таким образом, игроки получат аж целых 3 бесплатные карточки игроков МЮ. На сей раз без Бруно Фернандеша, ведь он представлен в премиум паке с игроками МЮ. Здесь же нам представили Коби Майну, Лиссандро Мартинеза и Амаду Диалло. Наконец-то хоть какое-то разнообразие, но для большинства игроков эти карточки скорее всего пойдут в утиль. Помимо них также будут представлены соответствующие аватарочки, поинты для тренировок, на самом деле полезная вещь, поинты для добавления бустера, и в магазине появится тематическая форма. В отличие от прошлогодней формы, этот комплект будет продаваться всего за 100 золотых монет. В прошлом году он стоил 500, в этом 100. Konami внезапно решили снизить цену, что на самом деле неплохо. Касаемо же премиального пака с игроками Манчестер Юнайтед, о котором я упомянул чуть ранее, стартовала новая фаза eFootball Championship, на сей раз с Манчестер Юнайтедом, и под это событие, точно так же как и в предыдущие разы, подвязали выход соответствующего премиум пака. 11 игроков Манчестер Юнайтед во главе с Рубеном Амаримом. Он также представлен с двойным бустом и с одним игровым стилем — быстрая контратака. Я хотел было возмутиться, что у него только один играбельный стиль, но потом вспомнил, что, по-моему, у того же Микеля Артетты, Пауло Фонсеки вроде бы тоже был один играбельный стиль. А так, буст, который присутствует у португальца, очень даже полезный. Он прибавляет плюс 1 пункт к скорости и к умению атаковать. Что же касаемо самого пака, то он, такой себе, ни рыба, ни мясо. Единственный игрок, который достигает 100 пунктов рейтинга, это капитан команды Бруно Фернандеш, в то время как все остальные там 99-98. Например, в паке присутствуют такие игроки, как Хёйлунд, у которого, в принципе, есть цифры умения атаковать, но вообще невзрачная реализация. Мазрауи вообще один из самых низкорейтинговых игроков почему-то, хотя в этом сезоне он, в принципе, смотрится неплохо. Тот же самый Диаго Далот получше рейтингом будет, чем Мазрауи, хотя, я бы не сказал, что португалец сильно выше. В общем-то, как и все предыдущие аналогичные паки, вопросов к нему достаточно. Также немножко про команду недели, потому что от нее были, у кого-то, возможно, такие заметные ожидания, поскольку в ней, как-то ни странно, появился Рафинья, один из героев матча против мадридского Реала в рамках Суперкубка, и, как и всегда, Konami почему-то пожадничали на него лишние цифры рейтинга, в то время как Усман Дембеле, который появляется в команде недели уже далеко не в первый раз, получил намного больше. Да и таки Фуса Куба по общему рейтингу, если не учитывать буст, то все равно он тоже выше в этой команде недели, чем Рафинья, в то время как Рафинья уже, полгода как минимум проводит на хорошем уровне. С активированным бустом его рейтинг достигает 100 пунктов, в то время как eFootball Hub показывает 102 на LN и на PRN, по-моему, если я не ошибаюсь. Но проблема в том, что этот рейтинг не отображается, а поэтому для большинства он и не будет иметь хоть какой-либо смысл. Почему Konami так жадничают на цифры для бразильца, мне
мне, если честно, непонятно. В принципе, касаемо самой команды недели, то она также не блещет интересом, потому что назвать как-то иначе весь представленный набор игроков и имеющихся у них цифр, ну, наверное, не получится. Но если вы думали, что Konami умудрились разозлить игроков только одной командой недели, то здесь вы ошибаетесь, потому что они представили новый эпический пак, в котором у нас представлены полузащитники КК, Недвед и Гути. И у двух футболистов из трех, по мнению игроков, не самые подходящие и не самые привлекательные стили. А именно у КК это креативный плеймейкер, который пользователи буквально-таки ненавидят в отношении атакующих полузащитников, в то время как у Гути на ЦПЗ стиль дирижер. В принципе, что первый, что второй игровой стиль пользователями недолюбливается почти что одинаково, поскольку они банально не понимают, как таких игроков использовать. Ну и, возможно, самое главное, ради чего мы здесь с вами собрались, это, конечно же, в целом обновление до новой версии и также некоторые упоминания кросс-платформенности, которая появилась после этого самого апдейта. Сам же апдейт ничего существенного не представляет. Если вы посмотрите на официальный сайт Konami или просто ознакомитесь с уведомлением в игре, которая выскочит, то заметите, что этот мини-апдейт исправляет только один конкретный баг. То есть, скорее всего, он даже никак не повлиял на игровой процесс. Не сделал его лучше, не сделал его хуже, не привнес никакого разнообразия. Но вместе с этим вновь всплыли якобы упоминания о кроссплатформенности, а в частности, вот данные скриншоты выбора, насколько я понимаю, сервера. Судя по всему, если кроссплатформенность рано или поздно до нас доберется, то она будет работать таким образом, что мы будем выбирать сервера, на которых будут подключаться определенные платформы. Вот мы увидим здесь упоминание мобильной версии игры, Xbox-овской версии игры и так далее. Значит ли это, что кроссплатформенность скоро появится? На самом деле нет, поскольку у нас все еще внутри игры присутствует режим 3 на 3, который появился месяц назад, но который до сих пор не активирован. Поэтому все, о чем может говорить вот данное сечение обстоятельств, данные факты, сливы, скриншоты, так это о том, что идея кроссплатформенности, она все еще не забыта. Возможно, она идет маленькими шажками и рано или поздно придет, но не факт, что это будет именно что скоро. Ну а ваше же мнение, дорогие друзья, я, как и всегда, буду рад узнать в комментариях под этим роликом, как вам обновление, как вам новые наборы, ну и обо всем другом также делитесь в комментариях. Поддерживайте это видео своими большими пальцами вверх, подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Ну а у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем приятной игры и удачи. Всем пока.